Мы продолжаем совершенствовать нашу PES 2021 до состояния конфетки, придавая ей внешний вид ничуть не хуже, чем той же eFootball 2022, а того и лучше. И можно сказать, что вместо Konami мы делаем PES 2022 своими руками. Это продолжение ролика, в котором мы также рассматривали интересные патчи для 21 части. И в рамках сегодняшнего видео я также расскажу о 3 дополнениях, которые сделают вашу PES 2021 лучше. Продемонстрированные дополнения работают на основе патча PES Rus, а поэтому сказать, как эти модификации будут взаимодействовать с другими патчами, достаточно трудно. Поэтому перед установкой я бы посоветовал вам сделать бэкап вашей игры, если вдруг что-то пойдет не так. Ну и давайте приступать к нашим сегодняшним патчам. Только перед этим не забудьте поддержать ролик лайком, а канал подпиской и колокольчиком, если вы здесь впервые. Первая модификация у нас сегодня отчасти напоминает патч со снегом, который мы рассматривали в предыдущем ролике. И это же дополнение привносит в игру более реалистичный туман во время матчей. Будь то плотный туман в дождливую или зимнюю погоду, легкий туман во время летнего дождя, или же дымчатый туман для ясного зимнего дня. Но любой вкус, как говорится. А вкупе с тем патчем, который привносит на стадионы улучшенную текстуру снега, я более чем уверен, смотрится просто отлично. Для нашего чемпионата подобная картина достаточно редка, но для какой-нибудь Англии или Шотландии это дополнение как раз кстати. Все, что вам требуется для установки, так это скачать это дополнение и закинуть папку с туманом в любую папку интересующего вас стадиона. Под папку Add-on, если такой нет, то создайте. Далее пропишите туман на английском в конфиге аддона, как-то продемонстрировано здесь, и все. После этого на вашем стадионе будет красоваться реалистичный туман. Следующий патч, и как и в предыдущем ролике, снова геймплейный, только на этот раз от более известного автора геймплейных модификаций. Новая версия геймплея для PES 2021 от автора Holland, которая, как вы уже могли догадаться, добавляет больше вариативности и разнообразия в текущий игровой процесс. В частности, у этого геймплейного мода есть две версии – обычная и Pro-версия. Стоит ли говорить, что первая предназначена для сбалансированной игры, в то время как вторая версия более хардкорная, и вместе с ней компьютер по-настоящему испытывает ваши умения. Поэтому, если текущий уровень искусственного интеллекта вас не устраивает, то этот вариант как раз для вас. В целом же, по моим ощущениям, с этим геймплеем стало меньше неестественного поведения как со стороны ваших игроков, так и со стороны игроков соперника. Теперь компьютер не боится наносить удары издалека и всячески изворачиваться при атаке на ваши ворота. По установке все просто. Вам нужно лишь заменить оригинальный экзешник и файл под названием DT18All, предварительно выбрав версию геймплея. Но перед тем, как заменить эти файлы, сделайте бэкап, лишним не будет. Ну и как вишенка на торте, это небольшое графическое дополнение, которое немного разнообразит ваше игровое меню 21 части. На выбор вам предоставляется несколько видов меню с PES 2022. А вы думали, что я шучу, когда я сказал, что из 21 части мы сделаем 22-ю? Да ничего подобного. Хотя и рассказывать по поводу этого патча особо и нечего. Просто менять стандартную графику меню и все. Мелочь, но приятная. Здесь у вас есть два варианта установки. Либо установка через сайдер, где вы закидываете папку с меню в Live CPK, либо же через сам CPK файл, который вы кидаете в папку Download и генерируете. Но для простоты я бы порекомендовал устанавливать через сайдер. Итак, это была вторая часть нашей маленькой рубрики PES на прокачку. Настоятельно рекомендую ознакомиться с первой ее частью, если вы ее не видели. Поскольку в таком случае у вас будет, можно сказать, полный набор патчей, которые друг друга дополняют. Повторюсь, что продемонстрированные дополнения я использовал на патче PES Rus, а поэтому не могу гарантировать их полноправную работу на других патчах. Ну и раз уж речь зашла о патче PES Rus, то считаю нужным прояснить ситуацию касательно новой версии. Дело в том, что разработка на данный момент не ведется ввиду занятости двух разработчиков, а именно меня и администратора сайта. Поэтому выход в ближайшее время не планируется, и трудно сказать, когда его вообще стоит ожидать. Однако, если вы горите желанием помочь нам с разработкой, будь то создание лиц, а может банальная работа с базой данных в виде зимних трансферов, то можете отписать мне в группе ВКонтакте, либо же на отдельную почту. И может быть вы поспособствуете релизу новой версии, кто знает. Ну а сейчас я благодарю вас за просмотр и напоминаю, чтобы вы не забыли поддержать это видео своим лайком и комментарием, а если вы здесь впервые, то конечно же подписывайтесь и жмите на колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.